Привет, друзья! Сегодня вместе с вами посмотрим вот на этого красавца Subboard Magnum Pro Sport 10.6. Разберем, что идет в комплекте, что он умеет, потестим на воде, посмотрим его плюсы и минусы. Короче, сегодня будет полный обзор. Поехали! Для начала немного истории. Magnum Pro работает на рынке уже более 12 лет. Раньше они делали лодки не для лайтовых прогулочек, а прямо для серьезных условий: рыбалка, охота, жесткий туризм. А потом решили, почему бы не сделать сапы с таким же подходом, чтобы были максимально надежные, но при этом стоили адекватно. И что важно, в разработке участвуют спортсмены, то есть тут не просто дизайн для красоты, а реально продуманные фишки. Комплектация. Теперь давайте посмотрим, что идет в комплекте. И вот тут реально респект. Есть все сразу. Сам САП, весло, насос, лиш, рюкзак и ремкомплект. Ну что ж, дорогие друзья, вот она, коробочка Magnum Pro. Давайте же посмотрим, сколько она килограмм, потому что в прошлый раз меня захейтили в прошлом обзоре, что я не увидел на коробке, сколько она килограмм. Ребят, 12 килограмм. Чтобы в комментариях этот вопрос остался закрытым. В небольшой коробке 12 килограмм все приходит. И начнем с весла. Вот такое весло стандартное из 3 секций. Одна секция будет у вас постоянно вставлена. Это секция с регулировкой под ваш рост. И здесь разъемное соединение второй части весла. Плавник типа Slide-In, который вставляется и защелкивается защелкой. Самый распространенный плавник, самый удобный, на мой взгляд. Это у нас насос для накачивания сапа и шланг к нему. Это одноконтурный насос, самый простой, но его вполне достаточно, чтобы накачать сап, и причем достаточно быстро, даже быстрее, чем электрическим насосом. Далее в комплекте у нас лиш, который пристегивается за ногу. Баночка с ремкомплектом. Кстати, здесь даже есть клей, ключ и есть латка. Можно даже в походных условиях попробовать что-то починить, если вы вдруг где-то далеко от города. Это большой плюс. Так, здесь у нас памятка клиента и приветственное письмо от компании Magnum Pro. Ну и, конечно же, Magnum Pro Guide. Это инструкция по эксплуатации. В качестве подарка в комплектацию также прикладывают водонепроницаемый чехол для смартфона. Здесь у нас сумка-переноска, выполненная в виде рюкзака. Это очень удобно для переноски сапа. И вот тут ребята из Magnum Pro большие молодцы. В комплектации есть все необходимое. Мы можем сразу получить с пункта выдачи наш сабборд и отправляться на воду. Ну и, конечно же, сама доска с лямкой. С помощью этой лямки мы завязываем сабборд, чтобы он обратно у нас не разложился. И вау, вы посмотрите, какой красивый цвет. Белоснежный с синим. Друзья, мне нравится. Я, кстати, долго выбирал цвет своего сапа. Да, у меня такой же сап, я катаюсь на бренде Magnum Pro. Меня он вполне устраивает. И цвета. Очень классно, что очень большая линейка цветов. Вот такой красавчик. Magnum Pro Sport 10.6. Ну что ж, давайте его накачаем, соберем и протестируем. Так, ну что ж, приступим к накачке. Торжественно снимаем пленочку с насоса и прикручиваем наш шланг. Рекомендованное давление 12 PSI, но можно качать до 15. Вставляем и проворачиваем. Ну и приступаем к разминке. Так, ребят, ну что, накачали наш сап и закручиваем пробочку. Еще раз напоминаю, качаем до 12-15 PSI. Устанавливаем наш плавник Slide-In. Устанавливается он очень просто. Вставляется в салазку и защелкивается защелкой. Вот и все. В принципе, наша доска
почти готово. За исключением одной вещи, это лишь безопасности, обязательно его пристегивайте. Все, лишь безопасности у нас готов. И осталось собрать весло. Вот в эту часть мы вставляем выдвигающуюся часть и закручиваем гайку и само весло. Вот так, все очень просто. Теперь мы готовы к выходу на воду. Характеристики модели. Magnum Pro Sport 10.6. Универсальная модель, длина у него 320 см. Ширина около 80 см, весит всего 8,9 кг. При этом выдерживает нагрузку до 190 кг. То есть спокойно можно кататься вдвоем. Например, взрослый и ребенок или даже два взрослых. И это без ощущения, что SUP тонет. По сути, это такой золотой стандарт для семейного катания или для тех, кто любит путешествовать налегке. Теперь давайте посмотрим, из чего он сделан. SUP'ы обычно страдают в одних и тех же местах. Швы, нос и иногда дно. Здесь все это дополнительно укрепили. Плюс используется корейская технология, которая дает реально высокую жесткость. Вот вы стоите на борде, и он не играет, не прогибается, даже если нагрузить его по полной. Клапан – отдельный момент. Тут сделали защиту от утечек. Главное закрывать его правильно, и тогда проблем не будет. У многих SUP'ов именно из-за клапана начинаются проблемы. Ладно, хватит теории, давайте на воду. Первое, что ощущаешь, борт широкий, на нем реально легко держать равновесие. Даже если вы первый раз стали на SUP, шансов упасть гораздо меньше. Мы попробовали кататься вдвоем, борт спокойно держит вес. Нет ощущения, что он прогибается или становится неустойчивым. На волнах тоже держится достойно. Вот за это я и люблю жесткие SUP'ы. Они не начинают играть под ногами. По управлению идет прямо, не уводит в стороны, поворачивать легко. Короче, все как надо. Для прогулок самое то, но и для активного катания тоже подходит. Окей, давайте разберемся, кому вообще подойдет Magnum Pro Sport 10.6. Рыбакам, потому что он устойчивый и можно сидеть и кидать спиннинг. Семьям, можно кататься с детьми и борт выдержит. Туристам, легкий, удобный, компактный, закинул в рюкзак и пошел. И, конечно, новичкам. Он прощает ошибки, на нем не страшно учиться. Гарантия. Кстати, на все SUP'ы Magnum Pro дается год гарантии. Для надувных SUP'ов это вообще редкость. И в линейке у них есть разные варианты. От простых моделей для первых шагов до продвинутых для тех, кто катается серьезно. Ну и, конечно, куча расцветок. Давайте подведем итог. Magnum Pro Sport 10.6 – это универсальный сабборд. Легкий, прочный и с полной комплектацией. Можно кататься одному, вдвоем, использовать для рыбалки, прогулок и туризма. Сейчас у них проходят сезонные скидки, так что самое время присмотреться. Ссылки будут в описании под видео. А вы напишите в комментариях, катались ли вы уже на SUP'ах и какой у вас был опыт. Вот такой интересный обзор сабборда Magnum Pro Sport 10.6 у нас с вами получился. Все ссылочки на этот сабборд вы найдете в описании под видео. Можно купить на любом маркетплейсе и по достаточно доступной цене. Я, если честно, удивился, что такой качественный сабборд стоит так дешево. Поэтому переходите в описание, ссылочки все внизу. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх этому видео. И до скорых встреч!